Семья нашла в лесу коробку с надписью «Пристрелить». Содержимое ошарашило. Если ваша собака ощенилась, а вы не имеете возможности позаботиться о ее потомстве, есть несколько вариантов обеспечить щенкам достойную жизнь. Можно пристроить малышей в добрые руки, либо же отдать их в приют или питомник, где это сделают за вас. Семейная пара из штата Техас прогуливалась по зимнему лесу. Вдруг они заметили коробку, из которой доносился слабый писк, а открыв ее, увидели крошечных, явно изможденных холодом и голодом щенков. Коробка была надежно запечатана, а сбоку нацарапана инструкция по применению – пристрелить. Сложно представить человека, который мог так поступить с 6 ни в чем не повинными щенками. Но, видимо, кто-то там наверху твердо решил, что малыши должны жить, и послал им этих чудесных людей. С этого момента началась их история, которую мы хотим вам рассказать. Женщина сразу позвонила своей тете, которая затем связалась с Карен, волонтером проекта Underdog Project из Далласа, которая оказывает брошенным собакам медицинскую помощь у себя дома. На следующий день после Рождества Карен приехала в городок Гэри, штат Техас, чтобы встретить тетю на стоянке возле Макдональдс и взять у нее щенков. Карен облегченно вздохнула, когда узнала, что муж девушки, которая обнаружила щенков, заядлый охотник. Он мог запросто последовать инструкции и пристрелить бедняк, но у Карен было время, чтобы вылечить их и убедить мужчину не убивать щенков. Первичный осмотр показал, что малышам было около месяца. Все они страдали от недоедания, а также других болезней и травм. У одного был инфицированный укус на мордочке, а у другого почти полностью покусан хвост. Поскольку они стойко вынесли такие тяжелые испытания за свою короткую жизнь, Карен назвала их в честь греческих богов – Арес, Аполлон, Афродита, Афина и Атлант. Самого маленького щенка, девочку, назвали в честь Геры, верховной богини. Хотя они были в безопасности, все пошло не так гладко, как ожидалось. У троих щенков Афины, Афродиты и Ареса вскоре случился обширный кокцидиоз, поэтому их срочно отвезли к ветеринару. К сожалению, Афина и Афродита не выжили, но Аресу удалось выкарабкаться. Арес вернулся к Карен и своим братьям и сестрам, но после того, как он чуть не умер, щенок стал более послушным и не таким неугомонным псом, как остальные. Карен была только рада, так как она еле справлялась с ними. Теперь он стал очень тихим, нежным и скулит чаще других, рассказывает женщина о маленьком бедолаге. Карен была очень занята щенками, но смерть Афины и Афродиты все еще оставалась поводом для грусти. Это был первый случай, когда кто-то из собак, которым она оказывала помощь, скончался. Но это только усилило желание Карен помочь остальным, чтобы они были здоровы и счастливы. Сегодня оставшиеся 4 щенка – Арес, Аполлон, Атлант и Гера – чувствуют себя хорошо. Они любят бегать и играть, как и полагается щенкам. 3 мальчика любят играть в догонялки и иногда застревают под диваном. Они громко скулят там, пока мы их не вытащим. Щенки очень привязались к дочери Карен, Блейкли, которая страдает от рассеянного склероза и слепоты. Она очень ладит с собаками. Карен думает, что это очень полезно для больной девушки. Кроме того, у Карен установилась особая связь с Герой, самым маленьким щенком. «Гера слепа на один глаз, и я хочу оставить ее», – говорит она. В тот день, когда я привезла щенков домой, то подумала, что она умрет. Я носила ее в спортивном бюстгальтере почти 3 недели, потому что она была очень крохотной и дрожала от холода. Сейчас щенки здоровы и полны сил, но ждут, когда их кто-нибудь приютит. Конечно же, Карен хотела бы оставить их всех у себя, но понимает, что тогда не сможет оказывать помощь другим нуждающимся собакам. Однако она уверена, что щенки обязательно попадут в добрые руки. Слава богу, они в порядке после всего, что пережили в первые месяцы своей жизни. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.